Здравствуйте! Пожалуй, Hibi RS6 это самый необычный Hi-Fi плеер от Hibi, и причина заключается не только в том, что вместо привычных нам ЦАПов используется R2R матрица, но и по звучанию здесь также есть особенности, о которых я обязательно расскажу. По своему внешнему виду он безусловно очень приятный, очень красивый. На первый взгляд схож с обычным Hibi R6, это точно такие же размеры, такой же дизайн, такое же расположение клавиш, разъемов, слота для карт памяти, но при этом в RS6 значительно тяжелее, и при этом задняя крышка выполнена под карбон, что определенно смотрится красиво и стильно. По поводу начинки, как Android устройство, построен он на процессоре Snapdragon 660, уже классическом для Hi-Fi плееров подобного типа, используется 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Экран у нас 5-дюймовый с разрешением Full HD. В общем-то, хороший, приятный, особых каких-то к нему претензий у меня нет, но при этом, если его сравнивать с экраном от FiiO M11 либо же от IBAS ADX 240, то он будет уступать, в частности, по своей цветопередаче, по контрастности и прочему. Но и при этом назвать его плохим тоже будет не совсем правильно. По поводу начинки музыкальной, помимо в R2R матрицы, у нас есть 4 усилителя OPPO 1622, и при этом мощность достаточно сильно различается в зависимости от используемых разъемов. То есть в случае с балансным выходом это 800 милливатт при сопротивлении в 32 Ома, на небалансном выходе это 180 милливатт. При этом по работе устройства безусловно приятный, потому что Hibi умеет делать свои оболочки, свои прошивки. В случае с RS6 он не совсем обычный такой кастомный дизайн самой оболочки, и при этом есть некоторые фишки в самом приложении Hibi Music. В частности, помимо обычных каких-то настроек, у нас есть Darwin Control, в котором мы можем делать настройки по Atmosphere Enhanced. Это как такое искусственное увеличение сцены. Мне оно по факту не понравилось. Есть оверсэмплинг и при этом кастомные настройки для определенных наушников. К сожалению, их пока что не очень много, но сама по себе эта идея интересна. Хотелось бы попробовать, насколько хорошо она работает, но при этом наушников из представленного списка небольшого у меня нет. Но опять-таки Hi-Fi плеер должен подстраиваться, немножечко корректировать АЧХ, и таким образом вы будете получать более такое правильное, более подходящее, что ли, звучание. И перейдем к звуку, что для меня было очень непривычно, так как Hibi это Hi-Fi плееры, которые ни разу не нейтральные, вне зависимости от своего бюджета. То есть это все равно что-то приукрашенное, что-то явно добавочное, и чем старше плеер в плане своего возраста, тем это более проявлялось. То есть если мы возьмем Hibi R6 первого поколения, то это был прям такой жирный плеер с жирный. Звучание с очень акцентированными низкими частотами. В R6 Pro это уже немножечко исправили, но это также все ощущалось. Там просто были уже немножко другие переходы. В случае с Hibi R6 New это также немножечко проявляется, но уже в меньшей степени. И RS6 это уже такой огромный конкретный шаг вперед. И как раз таки из-за этого плеера у меня немножко подпортилось впечатление от FiiO M11 Plus ESS, потому что когда я его слушал, FiiO M11 Plus ESS, я понимал, что в общем-то это очень такое хорошее устройство, прям, ну вот казалось бы, все, на нем можно остановиться на как таком усредненном значении, хорошем, то есть без каких-то особых косяков. И когда после M11 берешь RS6, понятно, что у них разница по цене там в 2 раза, то понимаешь, что, воу, да, из наушников можно вытягивать намного больше, и значительно больше можно получить от самих треков. Да, все-таки это не совсем какая-то мониторность, не сухость. Опять же, если брать что-то техничное, как тот же IBAS ADX 240, как тот же QA361, то
они будут более ровные, более мониторные. Здесь некоторые приукрашательства присутствуют, но при этом они связаны не столько с какой-то явной надбавочностью каких-то частот, сколько с чуть большей яркостью, что ли. То есть это проявляется причем как на высоких частотах, так и на низких частотах. То есть это можно все спутать с большей детальностью, с более такими агрессивными атаками, агрессивными панчами. И даже, ну и естественно, те же атаки, те же панчи, они очень яркие, очень агрессивные, но при этом чувствуется, что идет какое-то еще и добавление от самого плеера в плане какой-то эмоциональной составляющей. Это очень аккуратно, это очень правильно, и это сложно сравнивать с обычными типичными плеерами, к которым привык, как тот же там из относительно схожего по стоимости, как тот же там FIO M17, iBus ADX300 и так далее. Он звучит реально иначе. То есть я понимаю, что модель ЦАПа, она не особо-то влияет на звучание, потому что все равно даже какие-то бюджетные ЦАПы по своим характеристикам, они давно уже выходят по своим искажениям за пределы человеческого слуха. То есть они не являются каким-то прям очень важным элементом, но здесь похоже, что это сыграло свою роль, потому что сравнивать его с другими плеерами и составлять какое-то такое впечатление, которое потом будешь переводить в слова, достаточно сложно. Да, ты конкретно понимаешь, что этот плеер стоит явно дороже $1000. То есть это уже находится где-то вот в другом сегменте. Очень хотелось бы сравнить его с тем же iBus DX300, чтобы понять, насколько все-таки он хорош. Но и одновременно с тем я понимаю, что в плане своей какой-то техничности, аналитичности, скорее всего, что уступать все-таки он будет. Но по эмоциональной составляющей, по какому-то кайфу от прослушивания музыки, возможно, даже выйдет вперед, потому что я понимаю, что свою тестовую папку я прям переслушивал, я получал удовольствие, это было категорически приятно. В основном слушался наушниками FIO FH9, хотя, естественно, хотелось бы что-нибудь и более дорогое с ним послушать. И в итоге общее впечатление это то, что с данным Hi-Fi плеером хочется слушать музыку. Да, он имеет нечто общее по своей подаче, по своему звучанию с тем же KNRU 6, но при этом будет, естественно, значительно лучше в плане техничности, то есть в плане аналитичности он будет более интересен, но это и понятно, потому что больше, как минимум, места, больше, лучше реализованное и питание, и усиление, и за счет этого мы можем получить более качественное звучание. И глобально плеер очень интересен. И опять же, такой немножко разрыв шаблонов, потому что обычно, когда берешь какой-нибудь плеер Hybe, понимаешь, что это что-то такое достаточно приземленное. То есть те же даже R8 это плеер, который берет своим красивым каким-то кейсом, своим интересной какой-то упаковкой. То есть там он монструозно большой, он прикольный. Но не столько звуком, то есть звук там все равно не сказать, что прям настолько хорош по сравнению с какими-то конкурентами за свою же стоимость. То здесь понимаешь, что и как устройство он интересен, он приятен, с ним хочется поиграться, хочется поискать какие-нибудь наушники, которые будут поддерживаться пресетами от самого Hybe, хочется послушать разную музыку. То есть он достаточно универсален в плане каких-то жанров, которые на нем можно слушать. И есть такое очень уже редкое на сегодняшний день желание послушать чуть подольше, еще немножечко с ним поиграться. То есть он создает какое-то вот это вот аудиофильское шевеление, желание что-то выслушивать. А в последнее время все-таки все больше склоняюсь к тому, что есть True Wireless наушники, которые, естественно, не настолько хорошие в плане своей аналитики, но очень удобные и простые в использовании, не создающие каких-то проблем при ношении, транспортировке и так далее. И поэтому уже Hi-Fi плееры, они не настолько цепляют, но здесь это присутствует, ему хочется пользоваться, хотя понимаю, что
с точки зрения аналитики, что очень важно для плееров данного сегмента, он, скорее всего, будет немножечко уступать своим конкурентам. Но при этом я все равно не могу сказать, что он плох и не дотягивает до своей стоимости. Это очень хороший, очень интересный плеер. Опять же, понравится ли он вам, подойдет ли он вам, я сказать не могу. Это будете знать только вы через определенное время после прослушивания данного Hi-Fi плеера. Но своими эмоциями, своими впечатлениями я поделился. Если он вас заинтересовал, то на нашем сайте вы сможете его найти, сможете сравнить с другими Hi-Fi плеерами и сделать какой-то свой выбор. На этом буду прощаться. Большое спасибо за просмотр данного видео впечатления. Если вы уже являетесь владельцем данного Hi-Fi плеера, есть что добавить, то, естественно, пишите об этом в комментариях. И на этом все. Мира вам и здоровья. До скорых встреч.